Привет, фанаты Лего и любители скорости! Сегодня у нас на обзоре легенда уличных гонок и звезда форсажа в формате конструктора Лего. Здесь вы увидите, как в деталях передана культовая внешность Skyline от фирменной сине-серой раскраски до заднего спойлера. Вы узнаете, какие технические фишки скрываются внутри и многое другое. И несмотря на то, что это не полноценная коллекционная модель, эмоций он вызывает не меньше. Так что устраивайтесь поудобнее. Впереди сборка, детали, впечатления и честный обзор. Встречайте, LEGO 42210, Nissan Skyline GT-R R34. На коробке фотография прототипа и информация о наличии первой в истории суперфункции LEGO. Логотип лицензионного партнера, фотография колеса в натуральную величину. Отличный подарок для поклонников форсажа. Давайте скорее распакуем. В набор входит 1410 деталей, 8 пакетов с номерами и 1 пакет без нумерации, 4 шины без упаковки, большой лист наклеек и инструкция. Быстрые машины, яростный экшен. Мы не забудем об этом. Фото собранной модели выглядит круто. Описание функций модели в инструкции выглядит еще круче. Список всех деталей. Пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео полностью. Для меня это хороший стимул выпускать все больше и больше новых видео. Сборка начинается с дифференциала. Салатовая втулка определяет правильность установки шестерни. Серые детали длиной 4 модуля определяют компактность подвески. Вот новая деталь шруса длиной в 4 модуля. Для тех, кто любит делать самоделки, показываю сборку модели крупным планом. Это будет довольно компактный задний мост с подвеской и амортизаторами. Этот тип скользящей муфты часто используется в коробках передач. В данной модели она отключает задний мост от трансмиссии. Чуть позже мы узнаем, как муфта передает вращение красной оси на дифференциал. Стандартная угловая передача предназначена для рулевого управления. Стоит отметить, что на этом этапе сборки все три оси не соединены друг с другом. Мои любимые системные детали. Всегда забавно видеть, как они отваливаются во время игры. Результат первого этапа сборки. В результате получился очень компактный задний мост с подвеской и амортизаторами. Верхнее крепление амортизаторов довольно прочное. Они точно не отвалятся во время движения. Вот, проверил. Подвеска работает отлично. Конструкция заднего моста простая и прочная. Маленькая, но очень важная красная деталь. С ее помощью можно перемещать муфту вдоль оси. Вот посмотрите, как это работает. Вращение передается на дифференциал. Вращение не передается на дифференциал. Желтая ось всегда передает вращение. Очень важно не забыть проверить правильность сборки. Давайте посмотрим первый в истории механизм для дрифта из деталей Lego. Несмотря на свою уникальность, он имеет довольно простую конструкцию. Шаровые опоры и черные шарики являются ключевым компонентом механизма дрифта. Я устанавливаю шаровые опоры на рычажную конструкцию. Рычаги можно использовать для подъема и опускания шаров. Обратите внимание, когда шары находятся в нижнем положении, серая муфта входит в зацепление с зеленой шестерней. При таком положении рычагов механизм становится неустойчивым. Но если изменить угол, система работает как надо. Эти идеи могут быть использованы при проектировании шасси самолетов и космических аппаратов. Но есть проблемы, которые успешно решаются с помощью этой синей балки. Синяя балка надежно удерживает шаровые опоры от бокового смещения. Видите, как все работает идеально, как часы. Это важные детали, обеспечивающие долговечность конструкции. В собранном виде это устройство можно назвать предохранительной муфтой. Черная втулка на этом валу имеет непонятное назначение. Дело в том, что она не передает усилия, и я не понимаю, зачем этот вал вообще нужен. Вращение на дифференциал передается через верхний вал. Нижний вал вращения не передает, а черная втулка – это упорный подшипник. Установка оранжевого разъема завершает второй этап сборки. Да, этот механизм является частью системы рулевого управления. Черные панели – это пол автомобиля. Не волнуйтесь, в
комплекте много шестеренок. Простой узел, который необходимо собрать в определенной последовательности. Синий штифт должен быть установлен с этой стороны. В противном случае возникнут проблемы с разборкой. Эта конструкция имитирует баллон с волшебным газом, и таких баллонов в машине 3. Кто еще не знает о закиси азота? Красивое водительское сиденье устанавливается простым движением. Теперь мы знаем, для чего нужен этот коннектор, но не знаем, почему он оранжевый. Результат третьего этапа сборки. Сборка переднего моста шасси начинается с дифференциала. Красный коннектор определяет правильность установки шестерни. Смотрите, в этом положении дифференциал можно установить, а в этом нет. Установка деталей шруса. Дифференциал легко вращается. Этот элемент является основой подвески. Совмещенный рычаг обеспечивает независимую работу. Да, как и задняя подвеска, передняя тоже независимая. Верхние рычаги имеют иную конструкцию, чем нижние. Ступица переднего колеса состоит из двух частей и дополнена шаровыми опорами. Шрусы длиной 4 модуля соединяют дифференциал со ступицей. Детали таких размеров впервые используются в наборах Lego. В результате получилась компактная передняя ось с подвеской, дифференциалом и амортизаторами. Амортизаторы надежно закреплены сверху. Посмотрите, как это сделано. В целом, передняя подвеска хорошо спроектирована, поэтому стоит осмотреть ее со всех сторон, пока есть возможность. Соединяем переднюю часть шасси автомобиля с задней. Делается это очень просто по понятной схеме крепления. Переходим к сборке макета двигателя. Устанавливаем коленчатый вал в деталь, являющийся частью картера. Эти шестерни не взаимодействуют друг с другом. Они будут соединены с такими же шестернями сзади. Стыковка прошла успешно. Пара маленьких шестеренок вошла в зацепление. Пара больших шестеренок также вошла в зацепление. Это два разных механизма. Светло-серые шестеренки будут использоваться в системе рулевого управления. Красная балка имитирует блок цилиндров. Присмотритесь, установка балки имеет свои особенности, которые следует запомнить. Важно закрепить ее снизу. Это шатуны. А где же поршни? Все шатуны входят в зацепление щеками коленчатого вала. Не забудьте провести контрольную проверку. Сборка должна производиться с соблюдением фаз газораспределения. Рулевые тяги в этом наборе самые маленькие. Например, это тяги от марсохода 42180. Это тяги от Мерседеса 42171. Рулевая рейка имеет сложную конструкцию, и это имеет свои недостатки. Чем больше деталей в системе, тем больше проблем в работе. На первый взгляд все работает хорошо, но на самом деле есть недостатки. Я был рад увидеть зеленые детали в наборе, но когда я сравнил их с деталями кормоуборочного комбайна John Deere, я был разочарован. Lego знает, как испортить настроение самодельщику. Детали для John Deere были темнее. Результат четвертого этапа сборки. На этом этапе сборки модели я не могу удержаться от установки колес на собранную раму. Уверен, многие из вас делают то же самое, не дожидаясь полной сборки. Я хочу взглянуть на трансмиссию, пока мы еще видим большинство компонентов. В этом эпизоде вы узнаете, как работает основной механизм модели и для чего нужна эта белая муфта. Вы увидите, как работает рулевое управление и как взаимодействуют шестерни. Мы узнаем о недостатках рулевого управления и секретах основного механизма. Для этого я сниму несколько деталей, чтобы улучшить обзор моделей. И, немного забегая вперед, соберу элементы рулевого управления так, чтобы система работала. Итак, давайте подробнее рассмотрим, как работает рулевое управление в этой модели. Мы видим взаимодействие различных шестерен. Каждая деталь имеет свое назначение. Вращение от руля передается через систему шестерен и валов на рулевую рейку. Но в этой системе есть дополнительная поворотная рукоятка, которая называется хок. С ее помощью мы будем управлять моделью во время игры. Эта функция довольно стандартна, но в этой модели она состоит из множества элементов. Вращение от хок через систему шестерен и длинный вал передается на шестерни рулевого колеса, а затем на рейку. Из-за большого количества элементов в системе возникают большие зазоры.
Длинные валы деформируются при вращении, и это приводит к главному недостатку системы. Рулевые колеса не могут работать корректно во время игры. Вы можете видеть, что при движении вперед колеса расходятся в разные стороны. Это создает слишком большое сопротивление. Модель буквально тормозит колесами, словно их предназначение не участие в гонках, а обработка почвы в поле. Хорошо, что у этой модели есть главная интересная функция. Простой механизм, напоминающий механизм шасси самолета, позволяет поднимать и опускать задние колеса машины. С поднятыми колесами модель может скользить в разных направлениях. Все это происходит благодаря шарикам, которые почему-то очень быстро царапаются. Для наглядности съемки я установил красивые колпаки на колеса от марсохода 42-180 и индикаторы. Видно, что при подъеме задней оси автомобиля задние колеса вращаются с большей скоростью, чем передние. Смотрите, задние колеса вращаются гораздо быстрее передних. Все это сделано для визуализации функции дрифта. И надо признать, Lego удалось добиться этого эффекта. Но давайте посмотрим, как ускоряются задние колеса автомобиля. Ведь если опустить заднюю ось, передние колеса будут вращаться с той же скоростью, что и задние. Когда задние колеса касаются земли, между передними и задними колесами нет связи. Когда мы вращаем задние колеса, передние колеса не вращаются. И наоборот, когда мы вращаем передние колеса, задние колеса не вращаются. Секрет кроется в разъемном валу, который кажется цельным, но не передает вращения. Те, кто видел сборку, знают, что секрет этого вала кроется в штифтах, которые не передают вращения. Можно только догадываться, зачем нужен вал с такими свойствами. При активации шарикового механизма вращение передается с передних колес на задние. Как это происходит? Когда шарики опускаются вниз, муфта одновременно включает зеленую шестерню. Это создает соединение между передней и задней осями автомобиля. Вращательное движение от колеса передается на дифференциал и через пару шестерен на верхний вал. Верхний вал через другую пару шестерен передает вращение на дифференциал заднего моста. При включении муфты вращение от передних колес передается на задние. При выключении муфты, когда шарики движутся вверх, вращательное движение от верхнего вала на зеленую шестерню не передается. Обе пары шестерен увеличивают вращение ведомого вала, превращая этот механизм в мультипликатор. Теперь вы знаете, почему задние колеса вращаются быстрее. Давайте рассмотрим, как работает эта фрикционная муфта. Очевидно, что без перегрузки эта муфта не реагирует и просто передает вращение. Однако при возникновении перегрузки механизм фрикционной муфты немедленно активируется. Как это происходит? Это происходит, когда в режиме дрифта оба колеса наезжают на препятствие и останавливаются. Обычно это происходит во время переключения передач, когда сцепление включено, режим дрифта активен, но колеса уже коснулись земли. Это создает перегрузку на верхнем валу, и механизм фрикционной муфты активируется. Поэтому, чтобы уменьшить износ муфты, я рекомендую включать и выключать режим дрифта на неподвижном автомобиле. Размышляя о причинах торможения передних колес, возвращаюсь к сборке модели. Наличие панелей и системных деталей свидетельствует о начале работы над кузовом. Сборка модели всегда предполагает использование определенных шаблонов и повторяющихся решений. Для успешного создания высококачественных моделей Lego требуется большое количество этих деталей. Обратите внимание, что в наборе их 58. Они обеспечивают совместимость технических и системных деталей. Несмотря на то, что детали арки идентичны, они имеют симметричный рисунок, поэтому обратите на это внимание при сборке. Отличительной особенностью этого набора является крупнопанельная сборка. Это означает, что мелкие детали собираются в готовый блок, который устанавливается на модель. Установка задней арки сопряжена с определенными трудностями. Балка со штифтами помогает соединить детали, но не решает проблему. Но есть гениальное решение – использование угловой балки. Теперь арка надежно закреплена. Устанавливаю красные задние фонари, собранные из системных деталей, в заднюю часть автомобиля. Выглядит довольно хорошо.
Крышка багажника сделана из технических и системных деталей. Лично я приветствую эту идею в Lego, ведь системные детали значительно улучшают внешний вид модели. На мой взгляд, чем больше системных деталей, тем лучше. Для любителей тачек сборка этой модели будет очень интересной. Лично я в восторге. Здесь вы увидите множество полезных дизайнерских решений, обеспечивающих респектабельный внешний вид и хорошее сходство с прототипом. Результат шестого этапа сборки. Задняя часть автомобиля выглядит круто. Боковая дверь автомобиля состоит из декоративных панелей и системных деталей. Выглядит очень просто, но мы знаем, что все гениальное просто. После установки дверь легко открывается и закрывается с помощью ручки. Надеюсь, вы поверите мне, когда я скажу, что я купил инструкции по сборке в таком состоянии вместе с новым набором у авторизованного продавца Lego, а не нашел их в мусорном баке. Несмотря на это, я продолжаю сборку рулевого управления. Важно точно следовать инструкциям. Это важный этап – установить руль горизонтально и выровнять колеса. После установки последней шестерни рулевое управление начинает функционировать правильно. Серая передняя стойка с точками крепления обеспечит максимальную прочность салону автомобиля. Приборная панель состоит из системных деталей и выглядит красиво. Устанавливается по обычной схеме. Что-то подобное я видел во время сборки кормоуборочного комбайна 42168. Эта балка используется для сборки решетки радиатора. Установка довольно проста. Нужно лишь совместить несколько отверстий. Результат седьмого этапа сборки. Передняя часть автомобиля очень интересна для сборки. Много важных деталей и простых дизайнерских решений. Фары собраны из блоков и выглядят довольно сложно. В целом фары мне понравились, но нужно придумать, как интегрировать светодиоды или оптоволокно в процессе модернизации. Здорово, что передние арки чистые, без печатной графики. Передний спойлер состоит из небольшого количества деталей, но выглядит впечатляюще. Капот огромный. Крупные панели и балки придают ему слегка брутальный вид. Этот капот имеет свои уникальные особенности и отлично смотрелся бы на грузовике. Колесные диски имеют одинаковый диаметр и одинаковую ширину. Соответственно, и низкопрофильные шины имеют одинаковый диаметр и одинаковую ширину. По форме и размеру колеса полностью совпадают с колесами Porsche 42176. В целом выглядит достаточно хорошо. Но есть приятный бонус. Модель 42210 поставляется с красивыми колпаками на колеса. Установка колес является заключительным этапом сборки всего набора. Это результат восьмого этапа сборки. Запасные части для всех этапов сборки. В основном это простые крепежные элементы. Этот фиолетовый цветок и синяя втулка довольно редкие детали. Спасибо за красную прозрачную пластиковую деталь. Дверная ручка точно потеряется во время игры, так что эта запасная часть – приятный бонус. В чистом виде без наклеек Skyline воспринимается как сдержанная техническая модель. Серо-синяя цветовая схема подчеркивает форму кузова, не отвлекая внимания на детали. Но без наклеек модель теряет визуальную энергию. Единственная деталь с печатью, задняя арка, выбивается из общего стиля и выглядит случайной. В целом создается ощущение незавершенности, будто чего-то не хватает. Давайте посмотрим на модель в полной сборке с наклейками. И тут все меняется. Логотипы, акценты на дверях и арках возвращают модель в контекст фильма. Синие полосы визуально вытягивают кузов и придают машине динамику. Форма остается прежней, все тот же узнаваемый R34 с низкой посадкой и массивным задним антикрылом. И здесь наклейки, не просто украшения. Это важный элемент дизайна, без которого теряется стиль, узнаваемость и атмосфера. Поговорим о функциях. Lego 42210 это не просто модель, а настоящий инженерный конструктор с живой подвеской и продуманными ходовыми качествами. Пружинные амортизаторы на всех 4 колесах отлично глушат вибрации. Рулевое управление работает хорошо. Передние колеса поворачиваются не только при помощи рычага снаружи, но и через руль внутри салона, что добавляет реализма. Главная особенность – функция дрифта. При ее активации задние колеса начинают вращаться быстрее передних, создавая эффект заноса. Это стало возможным благодаря специальному механизму.
А еще модель оснащена полным приводом, что позволяет легко контролировать машину и выполнять зрелищные дрифтовые маневры. Под капотом спрятан макет рядного шестицилиндрового двигателя с подвижными поршнями, который приводится в движение вращением колес. У модели открываются двери, капот и крышка багажника. На дверях есть зеркала заднего вида и макеты дверных ручек. Крышка багажника дает доступ к техническим элементам сзади. У заднего спойлера есть регулировка угла наклона, что добавляет спортивного стиля и позволяет немного менять аэродинамику модели. В итоге это не просто копия Skyline, а настоящая инженерная модель с живой механикой, эффектной функцией дрифта и множеством деталей, которые понравятся и коллекционерам, и любителям динамических сборок. У модели есть несколько заметных недостатков. Во-первых, рулевая система имеет люфты, из-за чего колеса смотрят в разные стороны. К тому же передние колеса вращаются туго и с большим сопротивлением, возможно, из-за множества деталей, которые затрудняют свободное вращение. Во время игры системные детали часто отваливаются, что не слишком удобно и портит впечатление. Еще стоит отметить, что макет двигателя упрощенный, в нем отсутствуют поршни, хотя в других моделях на подобных моторах поршни были. А теперь давайте сравним 42210 с другими моделями. Несмотря на то, что Skyline меньше по размеру, у него больше, чем у Mercedes 42171. При этом Mercedes будет дороже. Если взять, например, Lego 42184, то масштабы разные, но обе модели крутые. Я хотел бы видеть Jesko в таком же масштабе, как и Nissan Skyline. Кстати, напишите, какие модели, близкие к масштабу Skyline, вы можете рекомендовать для сборки. На 3 из них я сделаю обзор на моем канале. Если у вас есть идеи или советы по моторизации Lego 42210, обязательно делитесь ими в комментариях. Мне очень интересно узнать, какие моторы лучше использовать, как подключать управление и какие доработки сделать, чтобы добиться максимально реалистичной работы. Давайте вместе прокачаем этот набор. Жмите лайк, подписывайтесь. Впереди еще много интересных обзоров. Не пропустите. До встречи в новых видео.